Всем привет! Я нахожусь в одной стране, в Сан-Томе-и-Принсипи. Крохотная африканская страна, которая находится посреди Гвинейского залива возле побережья Африки. По площади она примерно как половина Москвы, хотя проживает всего 240 тысяч человек. Это второе, самое маленькое государство Африки после Сейшельских островов. Сейчас будет небольшая историческая справка, поэтому, если вам не интересно, то смело мотайте вперед. Итак, эти острова были необитаемыми, когда португальцы открыли их в 15 веке. Ну, то есть здесь вообще никто не жил. Португальцы превратили острова в плантации сахара, а потом и какао. А в начале 20 века эта крошечная страна была ведущим мировым экспортером какао. То есть, представьте, если не вся, то большая часть мирового производства того времени была отсюда. Сегодня мы отправляемся в небольшое двухдневное путешествие через весь остров с севера до самой южной точки. Побываем на крохотном островке Ролаш, если позволит погода. Потому что прогноз сегодня не очень хороший, но я постараюсь сюда завтра доехать. А сегодня я в столице нахожусь. И сейчас я хочу начать путешествие. Покажу вам два колоритных места. Точнее, одно исторически важное, а второе колоритное. Первая точка – это кафедральный собор Носа-Синьора да Граса. Он у вас сейчас на экране. Он находится в самом центре, в самом сердце столицы, на Народной площади, рядом с президентским дворцом. Вон слева. Этот собор 15 века. Раньше была построена небольшая церковь, она стояла в стороне от этого здания. А современно был возведен где-то в 1576 году, во времена правления португальского короля Себастьяна. В общем, это один из самых старейших соборов по всей Африке. Португальская колониальная архитектура в ее чистом виде. Функциональная, строгая, но изящная. У здания довольно богатая история. Он пережил борьбу за независимость, которую страна обрела в 1975 году. Он видел рабов, которые привозили сюда на плантации. В общем, сейчас мы зайдем обязательно вовнутрь. Вход открыт. Посмотрим на интерьер. Я буду говорить тихо, потому что там находятся люди.